Тема сегодняшнего занятия – внутренний пилот. Когда мы проходили по чакрам, мы касались уже этой темы. Сегодня в более расширенном варианте. Собственно, большинство систем, которые есть у человека, они развиваются постоянно, все воплощения, которые он проходит после воплощений. Почему? Потому что во многом все перестраивается по мере движения человека по уровням развития. Сам по себе внутренний пилот – это что? Автоматическая система, призванная управлять вашим состоянием. Да? Вами в автоматическом режиме на основе чего? На основе того, как вы научились собой управлять. Да, то есть он не сам по себе работает, он захотел и так там на свое усмотрение себя каким-то образом ведет. В вашем сознании есть программы, там, прежде всего в духовной чакре, там, в остальных чакрах, есть какие-то наработанные качества, навыки, убеждения, вы тренировались, да, там, учились, чтобы по вашим командам вызывались определенные реакции, определенные состояния. Вот то, чему вы научились, да, в конечном итоге автопилот в идеальном варианте способен реализовывать. Вы ему дали команду, там, покой, свет, там, состояние воина, а он держит состояние воина, пока вы его не отмените. Но понятно, что не все так сразу, не все так легко. Да, там, на первом уровне определенное число воплощений, по большому счету, человек учится управлять своими физическими действиями. Встал, пошел, побежал, загрыз, сделал. Да, на втором уровне, ну, скажем, бизнесмен, да, в идеале внешняя подача безукоризненна. Выглядишь, держишься, этика, лицо, манера. Ты учишься управлять внешними проявлениями, автопилот в этом помогает работать. На третьем уровне ты осваиваешь задачи внутреннего управления. Реакции, эмоции, там, настрой, чувства, да? Как у тебя там внутри энергия идет. И она должна быть в идеале классной. На четвертом уровне, как мысли двигаются, на пятом уровне, как достигать максимально возможного влияния, да, управления потоками, там, состояние проводника, другие вопросы. На каждом уровне развития автопилот осваивает все новые задачи. Ну и в идеале, если вы что-то освоили, это становится вот вашим свойством. Люди рождаются, кто-то плакса, кто-то сильный, сияющий, кто-то рвется вперед в бой. Почему? Ну, он уже таким сформирован за множество предыдущих воплощений. А кого-то там, как из болота, тащить бегемота. Значит, наша задача сегодня по возможности, ну, чтобы автопилот работал, ну, понятно, его нужно отремонтировать, да, поубирать по максимуму все воздействия, которые в нем есть. Как бы подробнее технические вопросы некоторые, когда перейдем к теории. Сейчас мы работаем с программами, собственно, основные программы, которые определяют работу автопилота, следующие. Первое – это выбор. А ты каким хочешь быть? Барбосом или классным, воином светом, или там чмошкой какой-нибудь, да? Твой выбор. Какие программы ты поставил цель реализовать в себе и в своей судьбе? Какие программы ты реализуешь? Да, это первый вопрос, на который нужно ответить. Если выбор не сделан, у автопилота нет вообще-то рекомендации, что делать. Да? Не сделанный выбор, поэтому, что бы ни происходило, четких решений нет. Да? Поэтому первый блок вопросов – это однозначность выбора. Ты утвердился в своем выборе, ну что такое однозначный выбор? Ты взял ответственность, что ты это сделаешь. Недоделанный выбор – неплохо было бы, кто бы за меня сделал. Да, поэтому первый блок вопросов – это выбор. Если выбор сделан, все, задача поставлена. Второй блок вопросов, чтобы автопилот мог действовать, и чтобы человек в целом мог действовать, управлять собой, он каким-то образом настроен на работу с информацией, на восприятие информации. Да? Где возникают негативные моменты? Не хочу видеть в себе проблемы, хочу оправдать проблемы в себе, не хочу там замечать других, обесцениваю достоинства. То, что вы из такого экрана делает экран вот такой. Удобный для такого закорузлого какого-то мышления. Да? Чтобы экран был полный, настройка соответствующая. Все проблемы убрать, все достоинства оценить, каждый шанс использовать. Все, ты ищешь всю необходимую информацию для принятия решений. Третий блок вопросов – это решение и действие. Да? То есть, чтобы автопилот мог решать свои задачи и удерживать состояние, так должны быть приняты все необходимые
решение, и человек должен сформировать навык. Проблема ликвидировать, достоинство сохранять, защищать, приумножать. Да? И как это? Ты произносишь команду, вкладываешь усилия и формируешь навык. Да, вот когда автопилот командует, у него маленькая энергия. Да, вот когда включается воля Аджна, эта энергия в десятки раз мощнее. Да, поэтому, чтобы наше сознание слушало команду автопилота, оно должно быть к этому подготовлено, оно должно быть тренированное. Да, это программы выбора, да, чтобы автопилот мог включаться. Вот, система автоматического управления, которая нас удерживает в классном состоянии. Поток, свет, там, атрибуты воина, море энергии, все остальное. Должен быть однозначный выбор. Да, тебе нужен путь света, ты открыт Богу, тебе нужна внешняя безупречность, огромное силище, которое растет. Но для этого должен быть однозначный выбор. Мой выбор. Путь света навсегда. На всякий случай, путь света — это не жалкие люди, за которыми нужно ухаживать. Слабенькие такие, за которых Бог все делает. Да, это постоянное движение, во-первых, по уровням развития, это рост силы. Да, ты учишься там, на втором уровне там, бизнес, на третьем воин, там, правитель, дальше наставник, работа с информацией и так дальше. Ты по уровням идешь вверх. Второе направление — это чистота, да, чтобы различных заблуждений, слабостей, всего остального, сомнений, переживаний, страданий и так далее. Там, где страдания, для Бога места нет, вы заняли нечистью. Да, и неважно, из-за страха, из-за обид, из-за зависти еще там страдает человек. Поэтому второе — это очищение сознания, все проблемы должны быть ликвидированы. Следующая программа фактически это движение вверх по уровням и по росту силы. Моя цель — сила и яркость лидерства. Да, то есть роль человека, который лицо бледное, глаза потухшие, инициативу не проявляет, прячется за спину других, очень слабая и ущербная роль, прячется. Да, если ты растешь, то твоя задача увеличивать собственную энергию и силу влияния на окружающий мир. Тогда ты растешь. Следующая программа «Моя цель, чистота, безупречность». Да? То есть в конечном итоге ты входишь в подчинение воле Богу, да, твоя цель соответствует духовным законам, все проблемы должны быть устранены. Да, что такое безупречность? Смотришь и наслаждайся. Да? По имиджу, по манерам, по реакциям, по интонациям, по речи, по всему. Да? То есть человек безупречен. И следующая программа «Во всем мне помогает Бог». То есть фактически по любой ситуации у вас 3 варианта ответов. Или вы все сделаете сами, или вам помогают черти, или вам помогает Бог. Да, вот нужно сделать выбор. Напоминаю, что третья энергия человек получает от тонкого мира, потому что силы его подкачивают. Да, там еще чакры набирают энергию, первые элементы кванты тоже из тонкого мира. Если потоки перекрыть, человек просто падает. Да, и в идеале, если, конечно, вы все адекватно воспринимаете, задача, чтобы силы света, да, покровительство Бога вошло и во все частички души, и во все цели. Следующий блок вопросов – это восприятие. Я напоминаю, внутренний пилот выполняет те программы, которые вписаны в наше сознание. Да? И если там вписано, не хочу видеть одно, там второе, пятое, думать, напрягаться. Задача автопилота не видеть. Не видеть там страхи, слабости, глупости. Да? И поэтому вместо вот такого-то экрана или множества экранов, вот это видеть готов, а все остальное видеть не готов. Да? И в том числе визуальная картинка, экран — это что? Это восприятие себя, окружающего мира, что ты хочешь знать о нем. Да, поэтому программы, которые блокируют работу автопилота, одни из них, я не хочу видеть ничего плохого ни в себе, ни в этом мире. Вот, каждый человек должен решить для себя одну из задач. То есть у вас есть определенная степень там, проблемности по сознанию, по судьбе у каждого человека есть, и у каждого своя. Да, цель достижения чистоты. По крайней мере, вам нужно ответить на вопрос, хотя бы в каком-то приближении. А вы достичь чистоты можете за сколько? В определенном числе усилий, за какое время, на какой результат вы можете рассчитывать. Да, потому что чистота — это что? Ничего не болит, и энергия пылает. Все, ты счастлив, да, ты идешь к вершинам.